Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео делимся актуальной информацией на 29 сентября 2021 года. Обязательно поговорим о том, что обязательно нужно сделать сегодня, 29 сентября. Также, что нельзя делать. И поговорим о том, что нужно сделать обязательно по лунному календарю. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Так, сегодня, друзья, 29 сентября, день и Людмилы и Ефимии. Еще по-другому называли птичье голошение или птичья костка. А вот согласно церковному календарю, в этот день верующие вспоминают мученицу Людмилу, княгиню Чешскую и святую Ефимию Всехвальную или Халкидонскую. В народе по традиции календаря народного 29 сентября отмечают птичье голошение, поскольку сегодня можно услышать голоса перелетных птиц, отправляющихся зимовать в теплые края. Традиционно в день Людмилы и Ефимии крестьяне жарили дичь. Чаще всего это были гуси. Первый кусок птицы должен был съесть глава семейства. Он же рассматривал кость, чтобы и определить погоду, предстоящей зимой. По народной примете, если кость толстая и на ней много жира, то считалось, что зима будет суровой. Если же тонкая, мягкая и снежная. Благодаря этой традиции день 29 сентября также называли и птичьей косткой. Хозяева в день Людмилы и Ефимии стригли овец, чтобы потом из шерсти смастерить валенки. На готовый валенок обязательно читали специальные слова от разных болезней ног и холодов. Женщины 29 сентября устраивали капустные вечеринки, на которые собирались всей улицей, чтобы заготовить на зиму белокочанную. Ее квасили с яблоками, морковкой, брусникой и клюквой. Во время работы пели песни, рассказывали интересные истории и делились опытом приготовления вкусной капусты. Ребятня ходила сегодня в лес, чтобы понаблюдать за птицами, которые отправляются в теплые края. Бывало, что получалось даже поймать какую-нибудь птичку. Ее в таком случае забирали в дом, где она жила до весны, радуя всех в зимние вечера своим пением. А согласно народной примете, если 29 сентября хорошо попариться, то весь год никакая болезнь не пристанет. Поэтому мужики с обеда начинали топить баню, в которую ходили всей семьей, неся обязательно свой личный веник. Дело в том, что по поверью, если попариться чужим, то можно забрать на себе все проблемы, болячки и недуги другого человека. Также сегодня в народе верили, что посещать баню вчетвером нельзя, иначе после можно достаточно сильно поссориться друг с другом из-за какой-либо мелочи. Также сегодня запрещалось в парилке целоваться влюбленным, потому что эта народная примета говорила о расставании между влюбленными. Теперь давайте поговорим о том, что нельзя делать в день Людмилы и Ефимии 29 сентября. Народные приметы на сегодня предупреждают, что нельзя делать 29 сентября в день Людмилы и Ефимии. Это деревянные нательные крестики. Почему? Так как считалось в народе, что именно они могут принести несчастье тому, кто наденет на себя такой крест. Кстати, и свой крестик, если он сделан из дерева, сегодня тоже лучше снять. Не разрешается 29 сентября ходить грязным и в несвежей одежде.
У того, кто не послушается этого совета, будет запятнана репутация. Особенно это касается тех, чья профессия связана с общением с людьми, а также с управлением и руководством. Наши предки в день Людмилы и Ефимии обязательно топили баню, чтобы попариться всей семьей. Считалось, что после баньки год не пристанет никакая болезнь. Но помните, что именно 29 сентября нельзя пользоваться не своим веником, можно подхватить чужой недуг. После мытья обязательно надевали новую нательную рубаху, чтобы все старые неприятности ушли вместе с ношенным бельем, которое сжигали в печи. 29 сентября влюбленным нельзя было в бане, а в современном мире уже и в сауне целоваться, даже в щечку, потому что это была верная народная примета к разлуке. Поэтому день Людмилы и Ефимии древние поверья советуют провести отдельно друг от друга, или же помнить о том, что сегодняшние поцелуи могут навредить отношениям, а значит, сегодня желательно соблюдать дистанцию. 29 сентября нельзя ловить и есть рыбу, иначе придется узнать какую-то страшную тайну, о которой по определенным причинам нельзя будет никому рассказать. Но именно от нее будет и зависеть будущее близких людей. Не стоит на день Людмилы и Ефимии планировать длительную поездку или переезд. Смена обстановки негативно скажется на состоянии здоровья. Если нет возможности перенести это событие, то обязательно попросите у своего ангела-хранителя обязательно помощи и защиты от бед. Прочитайте ту молитву, которую вы знаете, вне зависимости от того, как у вас будет проходить этот день. Помните о том, что 29 сентября нельзя отказываться от мясных блюд, а на столе сегодня обязательно должна быть птица. После того, как она будет съедена, нужно собрать все косточки, чтобы потом глава семейства закопал их под порогом своего дома. И тогда в семье не будет бед, ссор и несчастий целый год до следующего 29 сентября, Дня Людмилы и Ефимии. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 29 сентября 2021 года. Итак, сегодня у нас с вами 23 и 24 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Близнецы, переходящая в знак зодиака Рак. И сегодня повышается наша чувствительность, усиливается потребность у людей в нежности и безопасности. На первый план выходит интуиция, а вот логика отступает. Поэтому сегодня, 29 сентября, избегайте суеты и не проявляйте лишнюю активность. Обязательно хвалите себя за проделанную работу, оценивайте результаты своего труда. И сегодня, именно 29 сентября, очень важно прожить этот день осознанно. Хорошо заниматься домашними делами и проводить генеральную уборку. Обращаем ваше внимание, что у нас убывающая луна. И сегодня, к сожалению, день с негативной энергетикой, потому что какие мы сегодня бы ни строили планы, проекты, луна рушит все напрочь. И этот день будет наполнен всевозможными провокациями, ссорами, даже желанием мести. Поэтому сегодня необходимо быть максимально сосредоточенными и осторожными. Лучше избегайте большого скопления народа и любых праздников. Постарайтесь в этот день быть расслабленным, умиротворенным, и если есть возможность и желание, проведите медитацию.
Сегодня, 29 сентября, придерживайтесь здорового питания, исключите какую-либо вредную пищу и постарайтесь именно сегодня по лунному календарю употреблять молочные продукты. Сегодня повышен риск заболеть, поэтому укрепляйте сегодня свой иммунитет. Также в этот день ни в коем случае нельзя проводить операции. Сегодня позвоночник является наиболее уязвимой частью нашего тела. Сейчас запрещены любые тяжести, резкие движения и чрезмерные физические нагрузки. Обращаем ваше внимание, что сегодня причиной ссоры может стать даже самый невинный разговор. И каждый собеседник будет пытаться найти скрытый смысл в тех или иных словах. К сожалению, день сегодня полон обид, ревности и зависти. И вы знаете, будьте сегодня осторожны и откажитесь от помолвки и вступления в брак. Также сегодня достаточно плохой день для любых начинаний, это касается работы и бизнеса. Ко всем вопросам сегодня должен быть серьезный подход. Переговоры, судебные иски и другие операции перенесите на лучшее время. Возможен сегодня и творческий кризис у людей, которые связаны с искусством. Это благоприятный период для научных работников, на которых не влияет отрицательная лунная энергия. Сегодня Луна находится у нас в знаке зодиака Рак, и в эти дни у человека может усиливаться эмоциональность, чувствительность. Люди могут становиться легко ранимыми, часто сопереживают чужим проблемам и могут погрузиться в какой-то свой внутренний мир и абстрагироваться от всего окружающего. Настроение в дни Рака изменчиво и непостоянно, а поведение нестабильно и иногда неординарно. Человек часто идет на необдуманный риск, поддавшись подсознательным импульсам. Поэтому желательно создать для себя уютную сегодня атмосферу. Есть возможность, отправьтесь в парк, в путешествие, побудьте сегодня с друзьями и близкими людьми. Также обязательно постарайтесь навести порядок и сделать, возможно, какой-то небольшой ремонт. Это благоприятное время, чтобы уладить и семейные проблемы, и конфликты. Стоит избегать и плохого окружения, и негативного настроения, которое может исходить от окружающей. 29 сентября это у нас среда, и среда связана у нас с планетами Меркурием и Ураном. Меркурий – это планета среднего рода и не зря управляет серединой недели. К тому же именно Меркурий отвечает у нас за общение. Поэтому сегодня самый конструктивный день для назначения важных переговоров, встреч, проведения каких-то успешных торговых операций. В этот день получается делать выгодные небольшие покупки, особенно если они связаны с транспортными средствами. И также в этот день достаточно легко можно начинать любую учебу и получать новую информацию и знания. Вот такой, друзья, у нас с вами интересный день 29 сентября. И как вы видите, уже подходит близко окончание сентября. И помните, напоминаем всем, что именно 30 сентября нас с вами ждет великий праздник. Так что завтра, 29 сентября, мы подготовим для вас достаточно важную, интересную информацию. Поэтому обязательно приходите к нам на канал, смотрите видео, много полезной, важной и нужной информации для каждого человека.